Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня у нас швейный эксперимент. В комментариях часто спрашивают: подскажите, что сделать с лоскутками велюра, плюша, бархата? Ну, не знаю я. Сама насобирала целую кучу. По идее, можно нарезать квадратов, разложить, соединить оверлоком, и будет вам счастье. Но мы не ищем легких путей. Ткань эта ворсистая, тянущаяся. Нарежем из нее квадратов примерно 10 на 10 сантиметров. Если где-то получится не совсем ровно, ничего страшного. Дальше уже оцениваем объем работы. Меньше всего у меня красных лоскутков. На них и сделаем акцент. Самое главное при шитье таким способом, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся самодельным приставным столиком. Для основы возьмем плотную крепкую ткань. У меня нашелся кусок мебельной ткани. Наметим середину и поместим туда яркий лоскутик. Хотя серединка и будет закрыта, но у нас всегда найдутся любопытные пальчики. Пусть им будет сюрприз. А дальше потихоньку начинаем закрывать центр. Лоскуток складываем пополам, потом по очереди подгибаем один край, потом другой, чтобы получился такой клювик. Угол 60 градусов. Укладываем его вершинкой к центру и пришиваем. Такими клювиками закрываем серединку. Велюр – это толстенькая ткань, да еще в несколько сложений. Но моя машинка справляется. Когда будем нашивать последующие ряды, делаем расстояние побольше. Второй ряд клювиков укладываем в промежутках между первыми. Конечно же, при работе опираемся на тот материал, который у нас есть. После толстенького велюра можно сделать ряд из более тонкого трикотажа. Цвет ткани подбираем на свой вкус и подключаем фантазию. Какие возникают ассоциации? Мне видится догорающий огонь. Открытого пламени уже нет, но угли еще горячие.
Таким образом можно шить и шить, пока что-нибудь не кончится. Ткань, основа или терпение. У меня первой закончилась ткань, но и размер уже получился немаленький. Отрежем лишнюю ткань и все подровняем. А дальше надо закрыть открытые срезы. Сделаем хитрый финт ушами. Эту заготовку превратим в декоративную наволочку. Сделаем заднюю часть с клапаном. Просто по окружности пришьем 2 куска ткани. Смотрите, как интересно это выглядит. Нам остается только вывернуть эту декоративную наволочку. Внутрь можно вставить небольшую подушку, а можно использовать ее как пижамницу и хранить внутри принадлежности для сна. Получилась очень интересная штучка. Торчащие уголочки ткани с благородным сиянием, как горячие угли или языки костра. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!